В начале наших повествовательных бесед о Таро хотелось бы немножко представиться. Я Мельников Владимир Алексеевич, автор колод Таро, Таро Гнозис. Есть такие карты. Таро Гнозис 2. Это следующая колода. Тарот Тота Атланта. Колода Тарот Тота Атланта. Автор книги Таро Гнозис. С подробными иллюстрациями о каждой карте, которую мы будем рассматривать в процессе нашего обучения. Начнем с исторического разбора, откуда у нас появились карты Таро. То есть вся предыстория в наш период времени немножечко замалчивает истинное значение их, так как по причине всех, будем говорить, повествований предыдущих авторов о истории Таро, она синтезирована из разных источников, и единого знания не существует. Сказать, что это истина последней инстанции, что карты Таро пришли из 15 века в наше время, или пользовались ими в Древнем Египте, или же это было более позже произошедшее событие в некоторых восточных государствах. То есть сейчас история немножечко все это синтезировала, и каждый, где источник является, преподает свои какие-то определенные знания по данному вопросу. То есть сказать точно, я имею в виду с условием доказательства. То есть в наше время что самое главное? Доказать нужно. Без бумажки я букашка, с бумажкой человек. То есть для того, чтобы доказать что-то, надо необходимы какие-то аргументы. Таких аргументов действительно нету. Вы сами прекрасно понимаете, что мы живем в период истории затертых времен. То есть вся история перезаписывалась многократно. Наша цивилизация в последнем этапе пребывала в разных каких-то переломных моментах. Все стиралось, переделывалось. То есть все знания, которые были, они переписывались под победителей. Но мы не о этом будем сегодня разговаривать. Мы будем говорить о картах Таро. В принципе, эта система является, будем говорить, мистической и очень популярной в народе. То есть многие мистифицируют ее с магией, мистифицируют ее с оккультными знаниями. Ну и все прибегают к каким-то своим желаниям, хотениям получить знания или же получить какие-то предсказания от этих карт. Все зависит от состояния сознания того человека, который действительно хочет познать эту систему. Поэтому все рассказы и повествования о картах Таро мы будем начинать не для людей, которые уже какой-то период времени знакомы или пользуются этой системой, или же взаимодействуют, обучают других где-то, а именно слушатели, те, которые изначально еще очень мало знают о картах Таро и хотели бы немножечко приобщиться, будем говорить, к этому эгрегору. То есть повествование будет у нас как и популярное, также эзотерическое, немного с магическими уклонами. То есть я являюсь парапсихологом с более 35-летним стажем уже. Я являюсь также гипнологом, таролог, астролог. Поэтому на многие интересные моменты знаний,
которые сакрально сокрываются, будем говорить, для общего доступа. Есть для небольшого, будем говорить, круга посвященных, которые захотят это все в процессе познать. То есть за один вечер и за один день я это все не смогу вам рассказать. Но все, кто пожелает приобщиться к нашему кругу знаний, всегда добро пожаловать, как говорится. Итак, начнем с маленького предыстории. Что такое карты Таро и как они образовались в нашем социуме?